По мотивам сказки Дэвида Вилла «Истинное значение Крамфеста». Авторы Кевин Миллис, Грета Роуз, Дэвид Вилл. Адаптация для телевидения Черил Вайнер. Продюсеры Дэвид Битти, Грета Роуз, Кевин Миллис. Экхарт. Потерять и найти. Остров принца Эдварда утопал в роскошных цветах ранней осени. Была пора сбора урожая. Приближались осенние праздники. Два мышонка радовались праздникам вместе со всем мышиным народом. Вперед! Кошки не видать, пойдем. Оу! Кто отстал, тот проиграл. Ястреб! Беги, Бриджит, беги! Путь свободен. О, чуть не попались. Что это? Не знаю. Посмотри, там что-то есть внутри. Целая пачка бумаги. А вот самая красивая. Можно сделать из нее коврик или на стену повесить. Посмотри, какие краски. Давай возьмем с собой. Всю пачку? Пират нам поможет. Да его гром с молнией не разбудит. Нет, босс явно не в себе. Сам вижу, дубина. Йоланда. Босс, знаешь, что получится, если скрестить кота с канарейкой? А? А что нет? Мяу-чирик. Мяу-чирик. Смешно. Мы вот думаем, босс. Давненько ты не наведывался в семенной фонд. Не переводил семечки на свой счет. А какой смысл? Какой смысл? Больше семян у тебя, меньше в фонде. Возьмите все мои семечки и раздайте бедным. Босс, ты заболел. Это сердечная болезнь. Ничто мне не мило. Я впал в меланхолию. Меланхолия отлично идет с тертым сыром. Дурак ты. Меланхолия — это городок под Саммерсайдом. Правильно, босс? Нет, это состояние души. Застой. Истощение. Помогите добраться до постели. Да ведь сейчас еще день. Знаю. Тяжело. Не хотел бы я упасть в меланхолию. Вот молодчина. Спасибо, пират. Можешь снова укладываться спать. Что это такое? Посмотри. Скажи, свиньи, потрясающие цвета. Ух ты!
Мадам Тель, вы не знаете, что это? Знаете, я такого никогда не видела. Может, стоит спросить Винни? Ее нет на месте. Великаны одолжили ее на время сбора урожая. Я могла бы на этом сушить целебные травы. А я из этого сделаю отличный коврик. Ух ты! А можно мне тоже одну штучку? Конечно! Ой, зеленый, как весенний лужок. Маме пригодятся на занавески. Скатерть отличная получится. Эй, вы! Эй, босс! На это стоит посмотреть. Ты слышишь? Оставьте меня! Я страдаю! Пойдем. Не то все растащат без нас. А что это? Почем мне знать? Спросим у босса. Босс, у нас для тебя сюрприз. Кое-что очень интересное! Весь амбар обсуждает. Ну? Кажется, ему понравилось. Дедушка, ты не знаешь, что это такое? Понятия не имею. Папа, левее. А теперь правее. Снова левее. Самую малость. Клара, дорогая. Они должны висеть ровно. Вот так. Идеально. Закончили с этой чепухой? Почему же с чепухой? Посмотри, вся комната преобразилась. Прежние занавески были не хуже. Мужская психология. Они замечательные, Экхард. Спасибо. Тем же занималась и остальная часть мышиного общества. Все находили пестрым бумажкам полезное применение. Великолепно! А как насчет подола, босс? Подвернуть края! Нет, нет, нет! Оставьте как есть, идиоты! Я хочу, чтобы шлейф со мной волочился. Как у короля! Я и чувствую себя... Кем? Королем! О-оу. Он где-то здесь должен быть. Нужно непременно найти. Ищи внимательно. Странно это. Экхард, А? Экхард, можешь запустить змея? Его нужно найти. Давай, чтобы повыше взлетел. Экхард, мой змей! О, нет! Поймал! Ты поймал воздушного змея? Бриджит, послушай. Что это? Не знаю. Из дома доносится.
Почему великаны плачут? Слишком большой вопрос для маленькой мыши. Мы играли с Бриджит в поле и услышали, а потом я посмотрел в окно большого дома. К дому нельзя подходить, Экхард. Там опасно. Я знаю, но там была великанша. Она плакала. Даже слезы из глаз текли. Двуногие великаны живут иначе, чем мы. Но если они плачут, значит, они несчастливы. А почему мне от этого грустно? Ты разделяешь чьи-то чувства. А? Чувства очень сильны, Экхард. Они объединяют все живое. Думаешь ты головой, а чувствуешь сердцем. Вот ты почувствовал боль двуногой великанши. Если бы я мог ее утешить. Эта задача не из легких. А, Но если какой-нибудь мыши это по силам, то я бы подумал в первую очередь о тебе. Ха-ха! Мило. Очень мило. Ага. Доброе утро, мадам! Чанси, что с тобой? Удивительное утро! Неудивительнее тебя в этом безумном наряде. Спасибо! Я чувствую, он соответствует моему внутреннему содержанию и стилю. Кстати, я заказал себе полный гардероб. Мои портные работают над ним в эту самую минуту. Материальчик не очень-то К податливый. тому же мы ничего не получаем за свою работу. Ну и как моя шляпа? Почти готово, босс. То есть, Ваше Величество. Вот подходящий. Будешь играть в желудь-бол? давай! А? Что ты делаешь? Там что-то происходит. Я хочу посмотреть. Так в чем дело? Пианино выносят. Что? Наверное, потому она и плакала. А может, они его одолжили вместе с Винни? Смотри! А это не... Ух! Ты жив? Нужно возвращаться в амбар. Зачем? Еще раз осмотреть нашу находку. Идиоты! Я стану повелителем империи! За работу! Конечно, Я босс. денег, босс! Да, да. Очень мило. Великанам эти бумажки нравятся больше, чем пианино? По-видимому, они в них нуждаются, Бриджит. Эти бумажки, они считают большой ценностью. На них или в них должно быть что-то особенное. А может, это еда? Думаешь, они их едят? Бра! Не знаю. Внутри ничего нет. Все бумажки исчезли. Этого не может быть. Вот здесь что-то. Что? Это фотография большого дома. Бриджит, я понял. Большие бумажки принадлежали великанам. Теперь им нужны новые, потому что мы забрали всю пачку. Но мы ведь не знали. Это не имеет значения, мы должны им вернуть. Но как? Ни одной бумажки не осталось. Прости, мама. Я просто не знаю, где еще я найду такие оригинальные шторы. Не знаю.
Но если то, что ты говоришь, правда... Да, мама, я точно знаю. Гораздо сложнее будет убедить остальных мышей. Боюсь, внучек, нас ожидает нелегкая работа. И вот Томис созвал всех мышей на сходку. Фотография, которую Экхард нашел внутри большой сумки, доказывает, что весь груз целиком принадлежит двуногим великанам. Поэтому мы просим вас вернуть большие бумажки, чтобы мы могли отдать их великанам. С какой стати? Скажи, Томис. Тем более, что это просто бумага. Для нас это просто бумага, а для двуногих что-то более важное. Великанша отдала свою пианино за эти бумажки. Тем более, это просто бумага. Помните музыку, которая доносилась из дома? Это она играла. Она была так счастлива, когда играла на пианино, а потом она плакала, когда пианино забрали. И все из-за нас. Это же несправедливо. Мы должны вернуть им бумажки. Держи, Экхард. Спасибо, свиньи. Экхард, ты можешь забрать мой ковер. А что скажут остальные? Мои возлюбленные братья и сестры, зачем вы слушаете этого выскочку? Какое нам дело до великаньих слез? Вы что, забыли, кто они? Они ставят на вас ловушки. Они калечат нас. Они заводят котов. И если кто-то из них раскныкался нам, что до того нас это не касается, их потеря нам прибыль. И я, например, не собираюсь расставаться ни с одним из своих новых нарядов. Так вот куда они подевались. Большого толку не будет, если мы отдадим свои, а босс оставит у себя такое количество. Что происходит? Трудно сказать. Винни вернулась. Экхард, нет. Винни, что происходит? Экхард, хозяева потеряли деньги, вырученные за урожай картофеля. Всю выручку. А деньги сделаны из бумаги? Да, мистер Уокер где-то выронил свой бумажник. А зачем им нужны деньги? Они на них покупают еду и одежду. О, Теперь они вынуждены продавать все, что имеют, даже домашних животных. о нет! Безобразие! Это мой дом! Верните! Эти бумажки называются деньгами. Ничто. Если мы их вернем великанам, они прекратят разорять наше жилище. Эй! Ты тоже мышиный босс. Извини, босс. А как же мой дом? Мой дворец! Позови пирата! Скорей! Они уезжают! Остановите их! Пират, прошу тебя, проснись! Пират! Ну, моя хорошая. Что за...
хороший пес. Лиззи! Лиззи, скорее сюда! Что это? Это невероятно! Наши деньги! Да! Как же это случилось? Ты был прав насчет чувств деда. Они бывают очень сильными. Это уж точно. Они толкают на разные поступки. И непонятно почему. Удивительное дело, скажу я тебе. Да. Почему ты смеешься? Великаны подумали, что это пират нашел бумажник. Да что они вообще понимают?